Лавров признает незавидное положение РФ, военнослужащие Кремля занимаются самоликвидацией, а у Лукашенко готовятся бить по колоннам военной техники. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Взрывы в РФ. Где хваленое Путиным ПВО и почему Кремль жалуется на Киев? И по большому счету они все остальное бомбят. В Донецке ликвидирован командир батальона. Кто стоит за расстрелом российского военнослужащего и почему Z-блогеры молчат? Балтийское море – одна из лакомых целей Путина. Как быстро российский флот там может быть уничтожен войсками НАТО и что означают масштабные учения Альянса? Есть признаки повышенного риска для подводной инфраструктуры. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Донецке ликвидировали командира батальона российской армии. И ВСУ здесь ни при чем. Вояку Лещенко расстрелял другой российский оккупант. Астра пишет о том, что стрельба произошла еще в ночь на 2 июня во дворе многоквартирного дома. Командир взвода одной из воинских частей открыл огонь и убил 2 человек – местного жителя и комбата Сергея Лещенко. Ранены были также 2 людей. Однако уже спустя несколько дней в Z-пабликах начали оплакивать Лещенко, но деталей о его смерти так и не написали. Фанатам так называемой СВО лишь дали понять – погиб. На одном из фото Лещенко позировал с британцем Грэмом Филлипсом, который с 2014 года работает в интересах российской пропаганды. Российское небо решето, а хваленое ПВО не справляется с налетами украинских дронов. Лавров в своем интервью фактически подтвердил информацию западных аналитиков, которые неоднократно писали о том, что Москва не в состоянии полностью прикрыть небо от атак. Глава российского МИДа пожаловался пропагандистам на прилеты со стороны ВСУ. И по большому счету они все остальное бомбят. Да и на Москву, помните, не так давно, в начале конфликта, дроны ударные запускали. И никто тогда по рукам не ударил. Тем временем Sky-News пишет о том, что украинцы впервые ударили по территории РФ из боевой авиации. Удар пришелся по командному пункту в Белгородской области. Кроме того, пока не ясно, каким именно боеприпасом был нанесен этот удар, но речь идет о прямом попадании точно в цель. Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный по воздуху против цели на территории России. Напомню, что Россия тщательно прикрывает важные для Кремля объекты. Системы ПВО расставлены в частности вокруг резиденции Путина, а также в свое время комплексы ПВО размещались и на крыше здания Минобороны РФ в Москве. Кроме того, в российском военном ведомстве часто заявляют, что все воздушные цели успешно сбивают. Несмотря на это, украинским военным удается поражать военные аэродромы в нескольких сотнях километров от линии фронта, а также военные цели в Белгороде. В Балтийском море наблюдается невероятная активность кораблей НАТО. В эти дни в акватории этого моря проходят самые масштабные морские военные учения Североатлантического альянса. В них принимают участие 50 военных кораблей из 20 стран НАТО. Страны-члены НАТО показывают, что они готовы к возможным агрессивным действиям Российской Федерации, в том числе и на море, в том числе и в отношении стран Балтии, которые сейчас весьма уязвимы, могут оказаться к этим агрессивным намерениям. И страны-члены НАТО демонстрируют свою готовность и свои возможности защищаться от действий Российской Федерации, прямых военных действий. Сейчас она на них не способна, по моему мнению, поскольку она по уши завязла в Украине. Но в будущем может такая ситуация сложиться, что такая угроза вполне способна возникнуть. И такие предположения не безосновательны. Западные аналитики неоднократно рассматривали Балтийское море как одну из желаемых целей Путина. В частности, в Bloomberg акцентировали внимание на то, что Россия контролирует часть побережья между Литвой и Польшей, где расположен Калининград. Но также аналитики уверены, что в случае военного конфликта между Москвой и НАТО любой корабль РФ был бы быстро и легко отправлен на дно. Перед стартом самых масштабных военных учений в Балтийском море в Литве говорили следующее. Одной из стратегических целей является демонстрация единства НАТО, готовности дать любой ответ агрессору. Мы знаем, что Россия в последние месяцы и недели делает всевозможные комментарии по поводу возможного пересмотра границ в регионе Балтийского моря.
Есть признаки повышенного риска для подводной инфраструктуры. Все эти вопросы и угрозы являются предметом нынешних учений НАТО. Тем временем в Беларуси решили показать, как ВВС республики вместе с ВКС российских оккупантов проводили летно-тактические учения. В частности, напомню, в конце мая из РФ в Беларусь прилетали вертолеты Ми-24 и Ми-8. Теперь же в Минске говорят, что учились уничтожать колонны военной техники противника. Применены тактические приемы по уничтожению головной и оконечной машины. И далее уничтожение всей колонны. Работали двумя парами Ми-35 и далее нас поддерживали Ми-24. Взаимодействие организовывалось с помощью групп руководства, которые нас выводили на цель. Я напомню, что в Госпогранслужбе Украины на днях заявили, что сейчас не стоит исключать расширение линии фронта в Украине, в частности на севере, в районе Сумской области. Но в то же время в ГПСУ уточняли, что сейчас у России нет необходимых для этого сил ни в той приграничной зоне, ни на территории Беларуси. А вот в российском МИДе, в частности автор песен Любы Успенской Мария Захарова, заявила, что агрессия против Беларуси будет воспринята Москвой как посягательство на союзную территорию. Кремль планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью созданного совсем недавно пророссийского блока «Победа». Об этом пишет Американский институт изучения войны. Аналитики приводят слова депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, который уверен в том, что блок «Победа», который, кстати, был создан в Москве, будет исполнять информационные операции для мобилизации пятой колонны внутри Молдовы. Цель Кремля – распространение дезинформации, создание страха и хаоса в Молдове, манипулирование и контроль над обществом Молдовы. Аналитики согласны с выводами Нантоя, и я напомню, Генпрокуратура Молдовы видит признаки государственной измены в создании блока «Победа». В эти дни представители этого блока вновь проводят встречу в Москве. Беглый олигарх Илон Шор, который и стоит у истоков этого блока, заявил, что Молдова захвачена проевропейскими силами. Одновременно с этим Шор благодарит Путина за возможность быть в Москве и именно в российской столице строить планы о будущем Молдовы. Южная Корея отвечает на провокации Ким Чен Ына звуком. Сеул вновь начинает вещание через громкоговорители, которые будут направлены на КНДР. Это уникальное давление на режим Северной Кореи. Впервые тактика была применена еще 60 лет назад. Благодаря огромным громкоговорителям, которые установлены вдоль границы, жителям изолированной Северной Кореи транслируют новости, передачи, поп-музыку и все то, что запрещено режимом Пхеньяна. Эти трансляции будут невыносимы для режима, заявили в Совете нацбезопасности Южной Кореи. Это, кстати, их ответ на действия Ким Чен Ына. Дело в том, что из КНДР запускаются сотни воздушных шаров с мусором и фекалиями, которые в итоге падают на головы жителям соседней республики.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и у вас есть возможность, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.